Здравствуйте еще раз. Слава, привет. Тинькофф Привет. пошел пока на днище, надеюсь. На днище пошел? Надеюсь, да. Он же после отчета сразу пошел вниз. А когда у него отчет был? Сегодня? Да, сегодня, не соврать, по-моему, в 3 часа, что ли. Ну а что ж ты? Что ж ты Так, молчал-то? глаз, одним краем глаз смотри. А что ж ты так молчал-то? Не говорил сегодня с утра ничего про его отчет. А нет, все вышло после того, как мы с тобой пообщались. Но то, что он вообще сегодня должен был произойти, я, например, не в курсе. Извини, я думал, ты в курсе. Нет, нет, не слежу, знаете ли, ни с Тиньковым. Ирочка, привет. Ничего, ничего, мы тебя вернем в Россию потихонечку. Вернем. Мы уже сегодня торговали, между прочим, потихонечку уже пробуем. Уже посидели в персональной группе, поработали, посмотрели, там сегодня в TCI-чик поторговали. Вот, так что, в принципе, начинаем. Со следующей недели начнем уже нормально. Так, что у нас там, господа, по YouTube расскажите мне, есть чего, нет? А то что-то пока, как с утра получится, но я сейчас вроде включил, все нормально. Слава, а FTCI на двух ждешь, на минус двух ждешь, Да он как-то сегодня прям так хорошо пошел. Мы вот сегодня смотрели, он даже там к 6,80 там даже попытался выйти, к семерочке стал там прям тянуться. Хотя там сильнейшее сопротивление. Вот, Ирина, большое тебе спасибо. Все видно. Давай, погнали, там дальше сейчас посмотрим. Так, ну, смотрите, давайте начнем сразу же с S&P 500. Статистика вышла, в принципе, ну, неоднозначная. То, что они сегодня в итоге показали по недвижке и, собственно говоря, по заказам этого, как его, сейчас скажу, по базовым заказам товара на длительного пользования, да. Вот они, в принципе, как и предыдущие, то есть практически не изменились. Непосредственно индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости, вот там, конечно, такая неплохая динамика. Вместо минус 4, как прогнозировали, то минус 1 всего процент. А предыдущий был вообще минус 8,9. То есть, ну, тут, в принципе, неплохо. Запасы сырой нефти, ну, похуже, чем те, которые были в неофициальном. Они были там минус 5 миллионов баррелей, здесь минус 3,2. Поэтому, скорее всего, нефть немножко сейчас и откатилась. Но в целом, как бы, все это говорит о том, что пока, естественно, никуда нам вверх идти не стоит, несмотря на то, что сегодня S&P, мы сегодня, когда торговали в персональной группе, мы как раз смотрели за S&P, как он уходил в район 150 и поднимался даже в район 160. Если, кстати, обратите внимание, вот смотрите, вот прям выемка минимальных цен, обратите внимание, как он ее отрабатывает. Он прям четко в эту ямочку заходит и никак не выше. Дальше, конечно, там идет уже, считая, второго квартала сопротивления, коррекция. Это как бы серьезный, естественно, уровень. И вот фактически он как раз ограничивает движение до 160 и не выше. Сейчас мы видим, что опять мы не преодолели в итоге 140, хотя сегодня были все попытки, и вообще выглядел S&P достаточно так уверенно в начале. Когда мы торговали, мы видели, он прям начинал так движение в сторону 150-160 очень уверенно, но опять вот сейчас откатился до 130. На самом деле, я думаю, что, конечно, он, наверное, сегодня все-таки не будет пробивать 420, но если пробьет, то тогда однозначно будет все-таки 400. Вот это было бы логичнее. Не взятие второго квартала, отход на первый, это как раз 400, и начинается уже вероятность при плохом сценарии опуститься на 4000. Вот на самом деле 400, вот здесь бы ожидать как раз Джексон Холл было бы, мне кажется, идеально, потому что отсюда либо идет потом восстановление на 4200 и уже там на 4400, либо пробивает 4100 и уходит 4000 и, возможно, 3880, но не ниже, да, 3880, там потом опять восстановление к 4, ну, то есть все зависит от того, какая там будет ситуация. Естественно, это не медвежий рынок, но 3880 это уже близко будет к нему, если вдруг он туда пойдет. Это уже как раз вот
А цели, кстати, обратите внимание, здесь все есть. Они прям вот как раз и ждут на 3880, 3900. Поддержка, кстати, вот этот вот уровень у нас, он тоже подошел на 3808, следующий этаж, если мы не удержим предыдущий, вот это, да? А на самом деле так оно и получается. Вот этот этаж у нас получается 4280, а следующий как раз на 3880. Поэтому вполне было бы логично, еще раз говорю, если при пробьем мы 4000, уйти в район 3880, чтобы потом подниматься опять на 4000. То есть занимать уже вот этот диапазон. Но это если будет, опять же, негативная ситуация с точки зрения то, что ФРС очень будет говорить о том, что будет сильно поднимать ставки и так далее. Да? Дальше смотрим. Значит, ну давайте по волновому тоже глянем. Здесь, в принципе, история у нас тоже, он, как обычно, у нас любитель перерисовываться, но 4400 пока остается в силе, и 4600 тоже. То есть тут пятая волна, либо 4400, либо 4600. Ну и, соответственно, ниже коррекцию он уже как бы не видит. Он видит, что уже четвертая вот здесь заканчивается, в районе 4130. То есть там, где, вот, как я говорил, 140, 130, вот здесь, вот в этой зоне он как бы пытается удержаться. Но мне почему-то кажется, что все равно отход на 400 очень даже вполне себе вероятен. Что смотрим по десятилеткам? Десятилетки у нас, господа, постепенно идут на 3,2. Вот они здесь прям цели сходятся. И, в принципе, это все понятно. Риски повышения ставок растут. Нефть, ну, как я уже сказал, на запасах немножко откатились. Было 102. Были попытки выйти за 102, но откатились на 100, ничего как бы критичного не происходит. Я думаю, что эта динамика еще может поймойно, естественно, продолжиться на 102 и 104. Ну и при Джексон Холле явно они, видимо, хотят все-таки поддержать в районе соточки, потому что ОПЕК начинает поддерживать уже цены на нефть. Золото, обратите внимание, потихонечку, как я и говорил, что, скорее всего, 1770 они глубоко не уйдут оттуда, вот опустились до 740 и начинается уже обратный сюда возврат, потому что, естественно, дорога на 1820. Так, по S&P сказал, по фьючу смотреть даже не будем, все понятно. Индекс NASDAQ. Но тут, в принципе, 12400, даже попытки уже на 420 вернуться. А в целом, конечно, это и вероятность вот на 12300 также отойти, если все-таки S&P начнет уходить на 400. Так это, естественно, он пытается удерживаться вокруг вот этого уровня 12400. Тут как бы ничего не поменялось. Ну и, соответственно, Russell то же самое, удержание этого же уровня, только здесь 1920-1940 в этой зоне, а откатить может до 1880, это надо учитывать. Так, по индексу РТС небольшой откат после, ну, скорее всего, на то, что нефть немножко откатила, 1182, ничего тут как бы критичного нету. Мосбиржа, мы тоже все это с утра еще смотрели, тоже, в принципе, в рамках ожидания Джексона Холла, скорее всего. Рубль вообще просто в ниточку 60 так и держит, можно сказать. Евро, я так думаю, перед протоколами тоже в ожидании. Ну и, собственно говоря, биткоин. Попытки, как я и говорил, возврата на 22 тысячи продолжаются. Еще раз напомню, если будет негативный сценарий, есть вероятность ухода в район 18 тысяч. Но это прям будет, если очень-очень-очень все плохо, что, честно говоря, в это пока я слабо верю. Посмотрим там, что будет, какая будет риторика. Но в целом, я думаю, что 18 тысяч это очень маловероятный сценарий, хотя цели, вот, например, годовые, прям четко туда идут. Зато квартальный идет на 22 500, так что вот такой сейчас диапазон. Так, ну что, давайте по вопросам. Алексей, добрый вечер. Посмотрите, пожалуйста, потом CCL. И на 12 вполне так. Есть вариант 10 плюс, по вашему мнению. CCL это карнивал у нас, да? Сейчас посмотрим. Карнивал. Сейчас поглядим. Если там... на 10. Но тут, в принципе, как раз вот поддержка по тренду была пробита в районе 10-20. И возврат произойдет именно, когда он ее там пересечет. Здесь, конечно, неплохой, скажем, признак того, что он пытается сейчас недельную коррекцию закрепить 9.90. Я думаю, что на 10-20
Он еще подняться может, но тут S&P должен подняться где-то на 150 опять, да? Он, наверное, туда и ходил. 10, да. Скорее всего, чтобы S&P тогда поднялся на 450 где-то. В общем, ход до 10.30 где-то у него вполне еще допустимый. А дальше уже маловероятно, но я имею в виду до Джексон Холла, потом уже все может быть. Потом он может пробить и 10.40, и выйти даже за 10.60, и вообще как бы дорогу отправиться на первый квартал. Цели, по крайней мере, около 10.60 годовая есть. То есть куда ему возвращаться на данный момент есть. И я думаю, вот эта вот зона, это как раз где он должен будет находиться при, скажем так, когда вот эта вот ситуация с Джексон Холлом разрешится. Опять же, при положительном сценарии. Будет негативный сценарий, может все произойти по-другому. На 12, пока бы не ждал, пока посмотрел бы прежде 10.60. Вот если он за 10.60 зайдет, закрепится, и тогда вот уже пойдет дорога на 11.60, вот тогда можно будет предполагать 12. Пока маловероятно. Так. Да, я что-то вчера зачем-то на минималках взял. Да. Лучше что на 10 закрою, не буду жадничать. Правильно, пока не надо. Так, Владимир, Вячеслав, добрый вечер. Посмотрите, пожалуйста, ER. Стоит ли ждать подъема по 3.4 или цели на рост пока не предвидится? По ER это интересная ситуация. ER это интересная ситуация. Тут понимаешь, в чем дело? Тут цели-то, наверное, смотреть бесполезно, потому что здесь цели-то они есть, вот они идут как бы. Но тут весь вопрос, а что в самой компании происходит, потому что вот смотри, видишь, граница минимальных цен, вот она пока прям заняла промежуточное вот это вот значение, около 2.30, 2.40, не входя в них, то есть заходит и тут же вываливается, да, не держит все-таки границы минимальных цен, цены давят. И пока понятно, идет ожидание, я не знаю, что там у него в компании сейчас происходит, то есть какие там новости есть у них, если у них действительно есть какой-то положительный фон, потому что вот эти две свечи, они явно, когда восстанавливают эту цену, на чем-то они восстанавливали. Притом они, получается, еще до конца не восстановились, судя по всему, да? Потому что здесь таких сценариев я не вижу. Следующий сценарий, который был, это вот этот, получается, в районе 4.20. И восстановление этого сценария надо понимать, что здесь произошло, на чем он растет. В общем, на трешку, если он в итоге закрепится в районе 2.50-2.60, можно рассчитывать 3.20. Выше пока под вопросом. На самом деле, конечно, закрепление в минимальных ценах это уже дорога к максимальным, а это в районе 3.40. Вот сюда, в принципе, он как бы будет направляться. Надо будет смотреть, как он закрепит вот этот 3.50. Получится у него или нет. Понятное дело, что сейчас пока, можно сказать, неревалентная оценка, потому что при Джексон Холле, понятное дело, никто никуда расти пока не будет. Все будут стоять в режиме ожидания. А Яр, безусловно, будет подвержен ситуации, связанной со ставками, потому что он там очень тоже закредитован, и это надо учитывать. Поэтому, конечно, для него там оттуда новости будут иметь огромное значение. Стоит ли ждать подъема до 3,4? Сразу говорю, не факт. Не факт. Может и поднимется, а может и наоборот отсюда упасть. Потому что, вообще, еще раз говорю, надо смотреть, что конкретно у них фундаментально, из-за чего вот этот вот подъем начался. Если там какие-то серьезные события произошли, которые дают долгосрочный эффект, то, возможно, вот после вот этого выноса от 3.20, попытка вот этого теста, здесь происходит закрепление на 2.40, то есть чтобы уже вот сюда не падать на $1.80. Но и также это выглядит как вариант, если все-таки все плохо, возврат падает на $1.80, если все хорошо, то попытка выйти на 3.40. Но, опять же, не гарантированно. Попытка может быть, но я бы пока не стал бы на это полагаться, потому что, во-первых, маловероятно, что в Джексон-Холле успокоят рынок, и Пауэлл в пятницу выступая, поэтому тут как бы риски наоборот больше на то, что могут указать на более жесткие меры по поводу ФРС, и тогда, соответственно, очень велика вероятность, что он уедет на $1.80. В общем, чистая рулетка.
А если все-таки успокоит, ну, не факт, что он очень высоко поднимется. То есть 3.20-3.40 может быть, но вот здесь прям видно, что сильное сопротивление. И динамический уровень, и уровень коррекции 3.20, они вместе вот здесь прям стыкуются. И если посмотреть, вот этот, скажем так, для меня является индикатором справедливой цены, она вот показывает сейчас в районе 3.13, вот ровно куда он и пришел. Поэтому как бы выше 3.20 пока маловероятно, но надо смотреть. Надо смотреть, как будет проходить, собственно говоря, ситуация в Джексон-Холле. Так, господа, значит, в YouTube все ответил. Я так понимаю, сегодня много вопросов не будет. Так, в голосовом, если есть вопросы, тяните руку. Слава, подскажи, пожалуйста, какого, Тинькофф. Сейчас глянем. ТЦЖ. Так, надо посмотреть, что произошло после отчета, как ты говоришь. Там как-то полуотчет показали, полуотчет, понимаешь, не полный отчет. Его как-то так разделили непонятно. Пока ничего критичного. Вообще ничего критичного. Не, я не спорю, но пока поехал вниз, для меня это сладко. Это еще не поехал вниз. Это пока чисто недельная коррекция перед Джексон-Холлом, скорее всего. Ничего вообще, это никак вообще не говорит о каком-то развороте тренда или еще что-то. Ничего вообще, ровным счетом. Ну тогда я так понимаю, что весь российский рынок пойдет на такие уровни, что нам не горит. Я лично считаю, что российский рынок, да, пойдет вверх. Вот мое мнение. Судя по тому, что сейчас происходит, не знаю, конечно, как сейчас, как говорится, внесет лепту ситуация на Украине, потому что там понятно, что сейчас явно ситуация будет очень обостряться. Это прям очень жестко говорят уже, прям жестко. Я не пойму, наши уже сейчас на всей клинике просто побег всех чертям, я не понимаю. Наши сейчас, во-первых, я так понял, что все-таки за счет вот этого довольно активного сейчас, несмотря на то, что оно вроде как не, ну, скажем так, не быстрое, но активное наступление по всей территории, где вот непосредственно вот эта дуга Краматорск-Славянская и, соответственно, вот этот Солидар и прочее, и Бахмут. Вот, собственно говоря, они сейчас очень активно, я так понимаю, отодвигают, чтобы как минимум нельзя было артиллерии наносить удары по Донецку. То есть, если и будут наносить удары, то только типа хаймерсами там или авиацией. Потому что по-другому, как бы, чтобы расстояние не удавалось вот этими 3 семерками бить там и так далее. Поэтому они сейчас активно начинают двигать, и там достаточно сильное наступление, тем более там как бы говорят о том, что очень много как бы новых резервов было введено, то есть достаточное количество мобилизированных набрали добровольцев, и даже в самом ДНР, как я понял, тоже ЛНР, тоже новая там мобилизация была, и вообще по России вот эти все добровольческие батальоны, они как бы в достаточно приличном количестве. Очень сильная группировка сконцентрирована около Херсона, это там как раз, где ждали вот этот контрудар. И там, скорее всего, будет нанесен именно удар в сторону Николаева. Вот, потому что все понимают прекрасно, что пока существует проект Украина в чистом виде, естественно, никто не успокоится. Давление будет продолжаться и будет безумное. С каждым разом все сильнее, 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 сильнее. И поэтому, естественно, надо первым делом решать вопрос с Одессой. Тут по-любому. Потому что пока Одесса не останется без порта, вот, соответственно, Украина, то без порта, то, собственно говоря, тут уже как бы надо понимать, что будет сейчас попытки всячески это все остановить. Могут и со стороны Молдавии начаться боевые действия в сторону Приднестровья, и даже нападение на само Приднестровье. Очень странно, конечно, ну как, я думаю, Зеленский, наверное, то, что он заявил, что теперь у них только победа и так далее, значит, наверное, его чем-то обнадежили, наверное, что-то ему там рассказали, что какой-то контингент войдет, еще что-то. Вот единственное, только вот в этом я вижу риски, да. А так вот с точки зрения, скажем так, экономической ситуации, то я думаю, что российский рынок однозначно сейчас уже, по идее, должен, скорее всего, постепенно начать именно восстановление. В принципе, факторы для этого есть. Нерезиденты вышли, их так долго ждали, не знали, как там что будет. Потом вот эта ситуация с вебом, который заявил, это тоже имеет большое значение. В-третьих, процессы, которые, скажем так, за это время были отработаны, регулировку рынка и, как говорится, избегать там всякого давления,
тоже отработали постепенный уход от долларовых счетов для того, чтобы защитить, я уже сказал утром, то, что считаю не то, что дедоларизация происходит, а просто банально защита от грабежа, чтобы тупо не могли наши, как говорится, активы захватить и наши счета захватить. А так, как такового процесса дедоларизации, я не думаю, что он сейчас происходит. На самом деле просто тупо уходит от того, чтобы наши счета были нашими счетами, и нигде больше они не находились. Но вот эти все процессы все равно надо понимать, что и вот эти вот система Свифта, которая была, соответственно, сейчас уже альтернатива ею, это все тоже надо, требует определенной отладки и так далее. И я думаю, что вот этот момент как раз сейчас наступил, что все-таки многие механизмы отработаны, отлажены, вот это вот риски с нерезидентами сняты, сейчас вот Джексон Холл пройдет, и в принципе российский рынок, я думаю, все-таки пойдет вверх. Вот такое мое мнение. Слава, скажи, пожалуйста, еще по зеленой энергетике, вот ФТЦА, как-то она странно себя ведет, не понимаю совсем уже. Чего, кого ты говоришь? Либо не ФТЦА. А мы сегодня ее торговали. Мы сегодня ее торговали. Ну, она, видишь, я ее видел на 90% сегодня роста, а она не дала. Она не должна была дать там 90, потому что я сегодня, когда мы сегодня торговали, я сразу предупредил, что 4.70 мы вряд ли пройдем. Так оно, в принципе, и произошло. То есть он, в принципе, вот здесь и забуксовал. Мы думали, что он вообще, в принципе, в районе 65 остановится, потому что здесь просто плотником идут сопротивления в виде уровня коррекции. И понятно, что у S&P сегодня явно сил не было. Единственное, что он на 150 вот погнал, и тогда он стал тянуть FTSI. Но, кстати говоря, там тоже он смотрит на S&P. Вот я когда сегодня его торговал, я смотрел, он смотрит на S&P. Но как-то он так достаточно хитро на него смотрит. То есть его как-то какие-то значения определенные волнуют. И притом бывает так, что, например, S&P начинает падать, а он начинает расти. Там, правда, конечно, ограниченное такое как бы движение, как правило, но все равно определенная, скажем так, раскорреляция у них происходит. Поэтому я все равно знал, что у S&P сегодня будет ограниченный диапазон, но когда он за 150 вышел, он вытянул его почти под 4,70. Но выше это было уже понятно, что маловероятно. Хотя S&P стал закреплять очень неплохо, когда мы торговали на 4,140, по-моему, да? Сейчас я покажу, по-моему, здесь у нас осталось. 4,150 даже. Вот он. Да, вот. Вот он прошел вот этот диапазон, где откуда должен был начаться уже лонговый рост. А он, в принципе, в итоге попытался его закрепить и в итоге развернул. То есть все-таки получилось так, что он 150 не удержал. И вот после этого, естественно, пошел пролив. И у FTSI была та же самая история. Он тоже после этого начал проливаться. Поэтому вот этот момент надо учитывать. Кстати, вот смотрите, вот сейчас FTSI находится фактически в консолидации. И, кстати, S&P тоже сейчас вошел в консолидацию, судя по всему. Поэтому сейчас какое-то, скорее всего, будет рейнджевое движение. Так что по нему, в принципе, можно сказать, он, скорее всего, ограничен пока выходом за 4,70. 4,70 он пока выходить не будет. И, соответственно, тут до Джексон Холла, я думаю, вряд ли он там в сторону пятерки пойдет. Если только у S&P не появится динамика в сторону 4200, вот тогда он попытается выйти, ну, где-то 4,80. Пятерку тоже, кстати, мало сомневаюсь, что они все-таки добьются. Но в целом, я так понял, что FTSI по факту крепится у пятерки. Скорее всего, его цена будет в районе 5. А вот дальнейший рост уже будет под вопросом, будет ли он дальше расти или нет. Добро, спасибо. Пожалуйста. Так, Карнивал скинул на форум Славки, он немного дип не отработал, но и корректируется. Ага. Так, Миша, привет, дружите. Можешь посмотреть монетку USDT. Так, слушай, ну по поводу... Сейчас посмотрим, если он есть. AUX USDT. Посмотрим. Так, подожди. Тут просто криптовалюта, например, не все есть. Так, еще раз, как он там? AXS, простите. Неправильно записал. AXS. USDT. Так.
На Binance давай посмотрим. Давайте посмотрим. Ну тут смотри, вот опять же, да, смотри, просто делаем. Вот так берем. Ничего не напоминает? Раз и два. Найдите 5 отличий, да? Даже раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Естественно, здесь все абсолютно происходит в рамках биткоина. Как биткоин себя повел, так и ведет, собственно говоря, монетка. И, естественно, роста никакого пока не будет, пока, естественно, биток не начнет восстанавливаться в сторону 22 тысяч. Это надо четко понимать. А восстанавливаться он только начнет после того, когда в Джексон-Холле ФРСники заявят, например, о том, что как бы там ставка будет или 0,75 базисных пунктов, или то, что они все-таки будут более мягкую политику иметь, потому что пока крипта будет получать сигналы о том, что политика по кредитной линии ФРС будет ужесточаться, естественно, и плюс еще и сокращаться баланс, хотя они так его и не сокращают ни хрена, естественно, крипте это никакой плюс делать не будет, и крипта будет либо падать, либо находиться в каком-то диапазоне. Скорее всего, они, конечно, вот этим вот, как говорится, сценарием ожидали самый худший вариант, сразу подготовились, если что, пробивать вот здесь в районе двадцатки и уходить в сторону 18, если совсем типа плохо будет. Если будет какой-то позитив, то за 22 тысячи возврат, и будут попытки движения в сторону 24. Вот выше 24,5, то есть там где-то 25, как вот до этого мы ожидали, да, сейчас, честно говоря, под вопросом, потому что на данный момент ситуация достаточно, ну, понятно, что он же ходит еще за S&P, как мы знаем, а рынок сейчас берет паузу. И пока, соответственно, будет определенная консолидация длительное время, до конца этой недели точно, а дальше уже там надо будет смотреть, на какой диапазон выйдет. Вот здесь, кстати, видно, что он сейчас пытается выйти за 15, недельная коррекция, но вряд ли, что выйдет, потому что, еще раз говорю, S&P не пойдет, скорее всего, выше, чем 150. Вот здесь как раз подъем был, да, в рамках 15. Это как раз вероятнее всего, совпадало с S&P на 450. То есть тут вот этот диапазон. Если все-таки S&P пойдет на 4200, то ты можешь, скорее всего, увидеть порядка там 1560, 1540. Вот в этой зоне он может оказаться. Выше пока вряд ли. И то это, естественно, вместе с S&P, вместе с биткоином. То есть биткоин, соответственно, тоже поднимется в район 22 тысяч. Вот так вот это будет происходить. Так что в разрезе от биткоина и, соответственно, в разрезе от S&P 500, то есть общие тенденции на рынке, его рассматривать бесполезно, я имею в виду монетки твои. Так, FTCI, Алексей, я показал FTCI только что. А что там еще надо посмотреть? Так, Слава, посмотри, пожалуйста, CLSK еще раз. Сейчас. FTCI мы только что смотрели. Что ж там еще смотреть-то? Мы его только что смотрели. И вот здесь как раз, где у нас по торгам проходило, вот. Ну вот он, видно этот диапазон. Вот он сейчас стал в рейнже. 4,54, 4,66. Вот он. Сейчас он в рейнже начал ходить. Цели, вот обратите внимание, снизились. Вот когда мы торговали, они были в районе 75. Вот. Вот они. Уходили туда. А сейчас они уже стали занижаться. Потому что, еще раз говорю, динамика по S&P, вот она, тоже начала падать. Поэтому тут вполне как бы логично. Ну и, собственно говоря, вот он FTCI на пятиволновке, тут тоже уже начинает рисовать коррекционные движения, АБЦ. Ну, то есть все логично, в принципе, что. Тут все понятно. 4,70 пока не пробиваем, соответственно, куда идти? Не вверх, понятное дело, а вниз. А S&P тоже глубоко, на самом деле, не упадет. То есть он 150, конечно, не возьмет, но вот 130, вот сейчас, смотрите, опять сейчас отскок может начать. Тем более, смотрите, время сейчас сколько? 9. Вот после 9 сейчас начнутся движения, да, там с 20 до 9 у них там обычный это, перерыв. Вот, кстати, сигнал начинает появляться на разворот. Вот он, S&P сейчас начинает разворачиваться. Буфер начинает потихонечку здесь формировать. Сигнал на разворот поступил. Вот сейчас надо ждать поэтапное пробить 138, 142 и вот до 144. А вот там ли пройдет или нет, тут под вопросом. И вот FTCI сразу, вот он отрабатывает сразу.
Вот к вопросу, кто, как говорится, все-таки ходит он за ним или нет. Вот видите, вот как раз прям по этим же целям. Ну, опять же, выше их пока нету. Это надо учитывать. То есть в целом динамика, конечно, рейнджевая. Вот здесь будет начало пробоя за 67, когда он пойдет. Но сигнал на вход уже есть. Вот он. Вот мы сегодня так торговали. Вот он есть, и подтверждение даже есть, и первоначально отработанное. Вот здесь был первый сигнал на вход. Вот здесь было подтверждение. Мы брали вот здесь полпозы, здесь добирали. Вот так торговали. Если будет пробит буфер в обратную сторону, то тогда мы начинаем открывать шорты. Это вот я на будущее, если когда кто будет с нами торговать, вот такие вот, например, шортовые движения, когда вот пробит буфер. Если буфер уходит наверх, вот он вверху оказался, значит все, мы, соответственно, переходим в шорт. Но и в TCI, кстати, на том же теньке, по-моему, нельзя торговать шорт. Это надо учитывать, поэтому будем подбирать бумаги, которые можно и туда торговать, и сюда. Так, по FTCI показал. По CleanSpark, Дим, сейчас. CleanSpark. Блин, CVS. Блин, не так. Еще раз, как он там? CVSK, ё-моё. Так, CVSK. Так, смотрим. Давайте посмотрим. По CVSK. Ну, тут то же самое. Тут он выше 4,70, как я тебе и говорил, когда мы еще в персоналке были, что он выше не пойдет. Вот недельная коррекция 4,70. А вниз, судя по всему, так как S&P закрепляет 4,130, то, соответственно, он тоже сильно не откатит. Да, он, судя по всему, где-то в районе 130 будет закреплять. Если сейчас вот только в 9 часов не наступит, и вдруг его резко не начнут гнать вниз. Такой тоже вариант может быть. Вот здесь прям видно, что он в ожидании. Вот он. Вот сейчас он в ожидании. Вот. И сейчас начинаются попытки уже подъема. Вот надо смотреть дальше, как он будет развивать сейчас тренд. Сейчас пробой будет 138 должен быть, потом 141, 148 и 150. Если один из них не будет пробит, то начнется разворот. А вот у него середина коридора получается в районе 440 как раз. 140 там 4, но это 140, грубо говоря. Вот эта зона будет определять либо вверх, либо вниз. Вот пока в серой зоне он будет находиться, он еще будет в консолидации, грубо говоря. А вот пробой за серую зону уже начнется говорить о тренде. Поэтому, ну вот и этот, собственно говоря, FTCI также здесь гуляет у нас. Так что надо смотреть. Скорее всего, CleanSpark сейчас тоже, Дима, глубоко не опустится. Потому что S&P, судя по всему, пошел сейчас вверх. И на 140 он однозначно дотянет, до 150 пока под вопросом. Но вот у него прям трендовая пошла. Прям по тренду идет. Так. Так что вот так вот. Вот так вот. По CleanSpark сильно не откатит он. Боюсь, что даже... Я тебе говорил, что 450 он, скорее всего, ниже не пойдет. Пожалуйста, пожалуйста. Так. Так, по монетке понял, да, Миша? Показал эти все. Так. В голосовом, господа, есть вопросы? Кините руку. Задавайте вопросы, отвечу. Так. Тогда чуть доберу. Ну, смотри, аккуратно все равно. S&P, конечно, крепится, явно. Пытается он закрепиться на 130-140. Но мало ли что. События у нас могут быть разные. Пока явно на 100 он в данный момент не смотрит. Но все это может произойти буквально завтра. Так, есть у нас еще вопросы, господа? Нету, да? Ну что, давайте тогда подводить черту, да? В принципе, еще раз, ждем сегодня закрытия S&P 500, куда он в итоге дойдет. Выйдет ли он за 150 или за 160, это, конечно, на самом деле мало имеет значения, потому что все равно выше 480 он вряд ли пойдет. Вот если он пойдет за 480 и пойдет в 4200, вот это уже будет интересно. Это значит, какая-то такая информация, видимо, просачивается с каких-то фронтов,
где какой-то позитив начинает появляться. Пока я думаю, что выше 480 он не пойдет. И вообще, конечно, я уже жду все равно на 400. Вот для меня это была более логичная коррекция, нежели вот этот 440. И вот сейчас вот на самом деле он прям тоненько висит над этой месячной коррекцией. Вот обратите внимание, второй квартал это 470, грубо говоря, не пробит. Соответственно, вверх он не идет. А раз вверх не идет, и вот он, смотрите, кстати, зона шорта, он зашел в нее. Он в нее зашел, S&P, зашел. Поэтому уже вероятность все-таки падения на 400 растет. И вот если сейчас посмотреть месячную коррекцию, мы как раз прям, получается, над ней танцуем, под ней, вернее. Да, она как раз в районе 140 и получается. То есть ему надо закрепиться выше 140, тогда он ее удержал. Если нет, тогда это уже все будут признаки похода на 400, что в принципе я лично жду. Так, Слава, приветствую, любопытство ради, магнита, где уровень разворота? Так, магнита. Магнита. Сейчас тебе покажу. Разворота. Ты имеешь в виду вниз? Ты имеешь в виду вниз, наверное, да? Ну вот он, конечно, вот он, 5400 наши, пытается продавить. Но ты знаешь, тут на самом деле опасно. Как только он 5400 прорвет, может стрельнуть до 5800. Цели, кстати, вот они, прям начинают нарастать. Динамика однозначно развивается вверх. И поэтому точка разворота. Слушай, но точку разворота это надо будет, наверное, поискать, наверное, вот здесь, наверное, попытаться найти ее. Сейчас попробуем. Ну-ка, покажет он. Беде не быть. Маган. Что он не находит? Магните. Подожди. Магните. Сейчас. Один момент. Да что такое? Вот он. Так, давай берем невочку. Да, невочка у нас. Так. Ну вот смотри. 5800. 5800. Вот здесь может быть точка разворота. Просто если он здесь не берет, то он разворачивается. Принцип простой. Вот 5800, смотри. Вот смотри, как интересно. Абсолютно разные алгоритмы, работают абсолютно по-разному, а точка одна и та же. И этот показывает 5800 и точка разворота, а этот показывает здесь уровень на 5800. Так что да, 5800 может быть точка разворота. Так. Вот 5800. На него ориентируюсь пока. Так, ну там тоже будет неоднозначно, там надо будет смотреть, на самом деле. Когда он туда придет, вот эта вся кавалькада выстроится сюда, и нужно будет смотреть вот на этот буфер. Если он этот буфер хотя бы одну точечку не пробьет, то тогда и будет велика вероятность, что он все-таки начнет прорывать. Если он его все-таки весь прорвет, вот тогда, значит, он его точно не возьмет и будет разворот. Поэтому там надо будет уже смотреть ближе к теме. Так. Так. Господа, в голосовом. Еще вопросы есть? По YouTube вроде тоже все ответил. Женя, говори. Говори. Вячеслав, ага, привет. Привет. Еще раз. Посмотри, пожалуйста, Алибабу, там чуть никак. Алибабу. А что там? Кстати, извините, я прежде хотел сказать, что вы тоже спросите, но ощущение, что Alibaba сейчас долларов 50 вырастет, а потом опять пойдет. Ну, что-то, мне кажется, не знаю, вот непонятно. Вот то ли туда, то ли обратно на 50. Вот тоже вопрос, наверное, правильный. То ли вверх, то ли вниз. Но пока пошел вверх. Так, а давайте, знаете, как сделаем? Сейчас мы попробуем. Так, Либо на север, либо на юг. так, сейчас. Так.
Так, сейчас мы посмотрим еще вот здесь. Так, так, так. Ну, на самом деле, вот она. Она вот здесь собиралась как раз на 118 выскочить в районе 120. И это не произошло. И сейчас она, естественно, по принципу не пробил здесь, пошел пробивать сюда. Цели пока тоже как бы вниз опускаются. 92, вот его основная. На возврат это 102. Пока явно еще в шорте. Вплоть до пробития 100. Вот вплоть до пробития 100 у нее буфер еще шорта. Так, ну-ка. Это что я вижу здесь. 100 это как раз будет совпадать с первым кварталом. Да, то есть это надо выйти из первого квартала. А он никогда из него, по крайней мере, последнее время, не выходит. Вот в последнее время. Вот здесь был момент, когда он его тогда покинул. И мы поверили в него. Поверили, когда он и доскакал до 120 как раз. Вот, и туда же был после первого пробитый второй, но удержал он его ровно 2 дня. А потом, собственно говоря, все слилось. Поэтому сейчас, конечно, я думаю, надо смотреть за подъемом в район соточки, будет ли или нет. Попытка, по крайней мере, на 94 месячная, я так смотрю, пока не взята. Там с Китаем тоже неоднозначная история. Там они все мутят, мутят. Вроде вот здесь остановка какая-то у него есть, но что-то мне не очень все это нравится на самом деле. Не очень все нравится. Если вот он 84 пробьет, то он продолжит падение. Там, возможно, будет какая-то коррекция, а потом... Вот пойдет он на 84 или не пойдет? Вот тут вопрос. Здесь пока вроде остановка какая-то в районе 90. Он пытается удержаться. Поэтому на самом деле надо смотреть. Первые будут признаки, выход за 95. Вот когда за 95 выйдет и закроется, вот тогда уже будут первые признаки. А в целом, я уже сказал, это вплоть до сотки. Вплоть до сотки ждать. Чтобы определиться вообще, куда он пойдет. Вверху целей нету. Все они либо внизу. Вот это меня очень настораживает, конечно, годовая на 72. Практически горизонтальная. И вот это скопление тоже. Но вот это больше. Вот я почему и говорю, мне непонятно. То ли $50 вверх, то ли $50 вверх. Ну, смотри, однозначно она что-то ждет. Это точно. Стопудово. Ждет с августа прям. Вот к августу она сюда пришла. А что там было? Какие были события? Отчеты или что? Что у нее было? Это, может, после отчета ее слили так? Нет? У нее отчет был же? Ой, сливает. Ну нет. Да, сливает ее там не на отчете точно. Это не отчет. Просто сливает. Давно сливает, да. Может, тогда сливают в связи с вот этой вот реорганизацией, то, что они там, как говорится, чтобы иностранного никакого не было участия, и по типу вот эта вот вся тема пока висит этим дамокловым мечом, но видно, что с августа она ждет, она тупо ждет, господа. Она тупо ждет. С августа. Вот как она сюда пришла, вот она ждет. До конца всего августа. Посмотрим, что там будет после Джексон-Холла, но пока она ждет. Почему-то мне кажется, что падение может и не А быть. когда, я прошу прощения, когда он будет? Четверг, пятница. В пятницу уже будет выступать Павел, в четверг они начнут, а в пятницу уже еще и выступит Павел. 30-й, да? 25, 26, 27 у них получается. Вплоть до субботы. Но Павел будет выступать в пятницу. Поэтому в пятницу готовьтесь. Уже завтра начнется достаточно сильная движуха. Завтра могут на самом деле резко опустить рынок. Вообще не исключаю такого сценария. Очень верю слабо, что подымут, а вот то, что опустят, очень даже верю. Так, еще вопросы, господа, есть какие-нибудь? Еще, Вячеслав, может посмотреть, зумы снять? Ну да, быстренько, чтобы долго не занимать. А Zoom, подожди, что у него последнее было событие? Какое, из-за чего он свалился?
Зачем руками, я даже не понял. Вы же обсуждать получаете. Я что-то так клик не послушал. Сегодня решил его чуть взять, потом пока чуть вырос. Но я думаю, что-то как не знаю. А я вот тоже не А вот помню. О чем мы там обсуждали? Я уже забыл о нем. ну, что-то я не помню, с кем-то там какое-то событие было. Ну, не знаю даже. Но он что-то очень сильно улетел. Ну да, на 82 он прям пришел, и прям здесь вот стоит, прям ровно отработан от сценария. Вот его как будто вот отсюда вначале подняли на каких-то там ожиданиях, а потом опустили ровно сюда же. Ну, блин, наверное, надо подождать ситуации с Джекилом Холлом, наверное, я так понимаю. Скорее всего. Ну, как бы, на самом деле, тут, видимо, такая точка, наверное, подбора интересная, наверное, 82-то была. Потому ну, что, да, я взял его. потому Я думаю, что, что дешевый. да, но, блин, надо опять понять, на чем его слили. Надо понять, на чем его слили. Потому что кто его знает, может отсюда он еще ниже пойдет. Откуда мы знаем? Мы пока не знаем. Ну-ка, дай-ка я его здесь гляну, тоже ради интереса. Что у него по нему рисуется? Ради интереса. О, прям к цели, оказывается, он пришел на 82-то. Она, оказывается, прямо его здесь ждала, а? Во, прям, он прям к ней пришел. Встретились они. А внизу больше ничего и нету. Ну, пока явно, естественно, демонстрация еще падения. Пока. И внизу-то больше ничего нету. Пока чистый шортик. Не знаю, не знаю. Очень пока не очень хорошо он выглядит. И из коридора на нижней границе с пробоем. Как-то все не В очень. общем, если провалится, усредняет. Ну, я думаю, что да, что, возможно, как бы замануха здесь в этом плане, что все посмотрят, вот здесь можно откупиться и так далее. Надо понять вообще на чем. Надо понять на чем. Zoom, что там еще ты сказал? Снэп. А, Snap, Snap. Snap. Так, поддержка. Вот это мне нравится. Вот это мне нравится. 1050, 1060, да? Вот она сформировалась в виде проекции. Но вот здесь сопротивление в районе 1160. О, здесь, скорее всего, наверное, просто ожидание, я думаю. Джексон Холла. И тогда, соответственно, возврат на 1260 вот сюда, если позитивно. А если негативно, ну, они вот как раз и закладывают эту половину. Ну-ка, я даже думаю, если, наверное, здесь сейчас посмотреть. Здесь, наверное, если посмотреть, мне что здесь понравилось, здесь хорошо еще он фибу учитывает. Очень неплохо показывает точки, так же, грубо говоря, как фиба. Вот, снэп пока находится у нас консолидации. Вот о чем я и говорю, консолидация. Он находится в консолидации. То есть вот эта зона на 12.60 как раз восстановление, но это еще не рост. Рост начнется 12.40, 13.40. Вот здесь и надо выйти. И тогда он начнет уже расти. А вот если он пробьет 10.20, то наоборот начнет падать. Поэтому консолидация в чистом виде. Прям разделилась даже на 3 зоны. Это чистой воды консолидация, судя по всему. Просто ожидание. Просто ожидание. Все очень похоже на правду. Так. Да. Так, господа. Значит, в YouTube вопросов больше не имеем. Да? Что у нас в голосовом? Тоже вроде все ответил. Да? Или есть еще какие вопросы? Напоминаю, со следующей недели начинаем торговать. Кто захочет, соответственно, я потом кину пост в телеграм-канал. И, соответственно, кто захочет, может присоединяться к нам. Условия все будут прописаны. Так, завтра мы еще тестовую проведем с нашей маленькой группкой. Еще раз потестируем. Сегодня вроде все неплохо получилось. Так, еще раз, вопросов больше нету? Нету. Давайте смотреть еще раз на S&P.
S&P. Ну, пробует он, короче, за 140 выйти. Посмотрим в итоге, как он закроется. Что-то мне подсказывает, что есть вероятность, что он все-таки поедет вниз. Сейчас, кстати, я посмотрю его на дневке. Ради интереса. На 5 минутке уже все понятно. Так, ну-ка. Так. Очень интересно. Ага. Ну, вот она. Серая зона фактически. Он в ней находится. Это середина. Это середина. И вот она консолидация. Тоже вот они. Буфер разделился. Нижняя граница, верхняя граница. Чистой воды рендж. Что и требовалось доказать. И пробитие произойдет на 412. Но вот я и говорю, что если он все-таки уйдет на 4100, то резко возрастает поход на 4. И цели нам туда рисуют. Прям вот четко, как вот я прям так и думаю. 3875 это где 3880, а 4000 это вот ровно туда, куда он все-таки должен сказать, на вот эту нижнюю зону. А здесь он находится просто вот в середине, в аккурат. И 400 это прям вот то, что его сейчас сохраняет, предохраняет перед тем, как он упадет. Поэтому чистой воды здесь коридор. Чистой воды. Так. Ну, на этом тогда, господа, и будем заканчивать. Завтра тогда уже ждите прямого эфира. Всем профита. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Trade Analytics Trader Club. Там у нас и в голосовой как раз, если кому надо, собственно говоря, поучаствовать, захочет задать свои вопросы, свои позиции рассмотреть и так далее. И плюс, соответственно, всю аналитику я тоже кидаю туда. На этом, господа, все. Всем профита, всем до завтра. Будем ждать завтрашнего дня. Спасибо. Пожалуйста.